Здравствуйте, друзья! Очень рада, что вы зашли ко мне на канал. Спасибо вам большое за ваши поддержки, за лайки и за ваши комментарии. Мне очень приятно познакомиться с новыми людьми, с гостями моего канала. Ну а я хочу навести уют у себя в доме. Наконец-то достала свой веночек, все свои связанные цветочки, а также у меня здесь есть птички и яйца в виде аппликаций. Все пытаюсь здесь разложить, посмотреть, как это будет выглядеть и вообще придумать, как их прикрепить. Потому что клеить я не хочу. Я хочу, чтобы я могла снять и, например, перенести на другую композицию цветочки и все элементы декора. Крутила, вертела этих птичек, эти яйца, пыталась разложить так и этак, и все никак не могла придумать, как мне их лучше разложить. Потом, в конце концов, я поняла, как я хочу, чтобы это выглядело, и я вам вскоре покажу. Сейчас работа это закончить мои салфеточки на кухню. Осталось мне сшить еще одну салфетку и довязать вот ажурный кантик. И это будет все. Ну, а сейчас буду заниматься. Ну, а сейчас я займусь оформлением этих цветочков и остального декора для веночка. Нужно обрезать лишние ниточки, а также нужно прогладить немножко, чтобы они выглядели, эти цветы и декор, законченным. И еще у меня осталась птичка, ей надо довязать крылышки и пришить глазки. Друзья, мне было бы очень интересно узнать, занимаетесь ли вы рукоделием, кто смотрит такие видео, интересно вам это или нет, или может вы сами занимаетесь каким-либо видом рукоделия, творчеством, или вы просто заходите и вдохновляетесь работами других.
Ну вот, я закончила обрезать все ниточки лишние. Остальные нужные ниточки я оставлю, потому что решила, что буду привязывать ими к веночку цветочки. Нужно каждый цветочек и листик прогладить. Проглаживаю просто через влажную тряпочку. Потом немножко распрямляю руками и оставляю так просыхать на доске. А также проглажу ажурный кант, который потом буду пришивать на скатерть. Последнее время я обратила внимание на то, что я стала более терпеливей. Раньше, помню, я могла психануть, закинуть, если у меня что-то не получается, и все. Мне больше это не надо, все. Сейчас же немножко я изменилась и стараюсь доводить все дела до конца. Если я вот задумала что-то сделать, то пусть с каким-то интервалом, но я закончу это. И я заметила, что мне больше нравится вот делать, вязать вот такие вот мелкие детали. Еще я очень люблю, это просто моя страсть, это салфетки вязать ажурные. Мне как-то вот не хватает терпения на большие вещи, даже на носки. Мне вот это не нравится, эта монотонность, одно и то же. Я умею вязать и носки, и свитер я вязала дочке, помню, и даже связала теплые штаны ей на зиму. Но это такие разовые акции, когда прям вот очень-очень мне захотелось реализовать какую-то свою идею. Эти многослойные нарциссы пришлось проглаживать каждый лепесток в каждом ряду. Довольно, скажу, такое муторное дело. Но оно, конечно, того стоило, потому что цветочки выглядят совсем по-другому, когда они проглажены. И я их даже не крахмалила, они и так очень хорошо держат форму. Ну а сейчас я хочу заняться скатертью. Нужно пришить ажурный кантик этот, а также закончить еще третью скатерть. Две у меня уже практически готовые, третья еще не сшита. Вообще с этими рюшами мне пришлось, конечно, повозиться. Не знаю, как это, рюши правильно, или оборки, или воланы. Ну, буду их называть рюши. Сначала их надо было стянуть. Я вручную прошивала, стягивала, потом вручную пришивала на те места, куда они должны быть пришиты, чтобы потом прошить все это на машинке. Потом мне надо было этот ажурный кант как-то пришить на машинке. А рюшей, по идее, очень много. Вот на одной скатерти 3, на другой 2. Но я справилась, все в порядке. Кстати, эти салфетки я сшила из занавесок. Купила вот такие занавески в секонд-хенде за 1 евро. Их было 2 штучки, небольшие, ну вернее они
узкие и не длинные. Я думаю, они как бы предназначались для кухни. Я измерила свои столы, обрезала нужной мне длины и ширины, конечно, обработала все машиночкой и пришила эти рюши. И мне как раз на все хватило. А это я принесла веточки с сада, вишневые веточки, и нашла какую-то ветку, похожую на вербу. Но это не верба, потому что это было дерево, а не куст. Повесила декоративные яйца, и мне этот вид создает весеннее настроение. Ну а я продолжаю сшить свои салфетки. Пришиваю сейчас ажурный кант. Потом буду заканчивать третью салфетку, которую мне пришлось складывать уже из оставшейся ткани по кусочкам, можно сказать. И придумать как-то по-другому оформить, потому что, чтобы закрыть швы, где я соединяла кусочки. Тоже вертела, крутила, думала, как же мне сделать так, чтобы не было видно швов. И ткань, как видите, в клетку. И если что-то не совпадает, то это как бы будет очень заметно. По крайней мере, для меня. Ну вот такая красота у меня получилась. Сейчас ниточки обрежу все. Вот тут вот чего-то. Руками пришью. Вот это вот зашью туда. И будет все хорошо. Ну вот здесь, как видите, у меня видно шов. И также шов вот был под этим кружевом. Я нашла широкое кружево, и оно мне как-то по стилистике тоже подошло. Сейчас пришью кружево, а также мне нужно пришить рюши, которые я просто сметала руками пока. И практически моя салфетка закончена. Друзья, надеюсь, вы не устали от такого длинного видео. Я старалась его укоротить. Мне хотелось показать как бы и процесс, и готовые, как это в готовом виде выглядит. Надеюсь, вы не устали от моей болтовни, потому что некоторые пишут, что слишком много я говорю.
Но мне хочется иногда что-то объяснить, иногда мне просто такая потребность что-то вам рассказать, высказаться, поэтому не берите, пожалуйста, близко к сердцу. Чтобы не было монотонно просто смотреть, ну, мне хочется вас как-то немножко развлечь разговором или какими-то рассказами. Наконец-то я это сделала. Это такая мучительная для меня работа была. Вот такая красота у меня получилась. Мне очень нравится, как все получилось. Давно хотела себе такие скатерти, не знаю, скатерти, салфеточки, неважно. Прикупила себе вот такой вот декор красивый, весенний. Я уже показывала в шорте. Цветок у меня на данный момент уже зацвел. Мне очень нравится, как все получилось. А эти плейсматы в виде салфеток я шила уже давно. И именно сейчас они очень гармонично сюда подошли. Ну так, сделала свой веночек. Ой, какой классненький. Я купила вот такую вот вербочку. Ой, ниточки еще не спрятала. И вот хочу его повесить сюда на стену, на эту, на свою. Ну, где у меня висел вот этот новогодний. Даже веночек этот у меня получился в виде яйца. Он такой какой-то длинненький, овальный получился. Когда прицеплю, тогда я вам его покажу более, как это, ну, лучше, может, ракурсе. Вот ниточки еще у меня висят, потому что я привязывала ниточками. Не хочу я клеить, мне не нравится. Чтобы я могла его потом просто снять, все эти, и перевешать, если надо, на другой веночек. Или в других композициях использовать цветы и как-то что-то переделать. Посмотрите, у меня зацвела вишня. Посмотрите, у нас вишенка, вот которая упала зимой. И я просто срезала веточки с нее. И думаю, ну поставлю в вазочку, пусть будут листики красивые, яички вон повесила. И вот потом смотрю, думаю, что это такое беленькое, а это оказывается, посмотрите, как она обильно цветет. Ой, как она меня радует. Красиво. Ну и вот так вот примерно будет у меня висеть веночек. Даже птички у меня целуются. Любовь, любовь у них. Уже когда повешу, тогда и цветочки немножко подправлю, и эти нитки, конечно, тоже пообрезаю. Вот такая красота у меня будет. Потом выложу в шортс и покажу. Покажу вам, может, цветы. Вот это у меня как бы думано как нарцисс, вот желтый. И вот яички, вот это тоже нарцисс. Я люблю очень нарциссы, но это такие, что-то хотелось голубенькое. Вот такой цветочек. Птички мои, красотулечки. Вот еще один нарцисс. И вот такие вот интересные, красивые, разные цветочки. И вот маленькие.
И вот эти веточки в магазине увидела, и мне как раз надо было что-то, нечто подобное. И увидела, последняя веточка была, вот верба такая искусственная, очень красиво смотрится. И она такая мелкая. Ну, это я подправлю потом, когда буду вешать, потому что она еще может сдвинуться, и тогда сдалека будет видно лучше, где что. Мне очень нравится, как получилось. Я себе так и представляла. Все, сегодня прощаюсь с вами. Все, всем пока.